Всем добрый день! В сегодняшнем выпуске вы узнаете об одном из крупнейших лагерей смерти, созданным нацистами в годы Второй мировой войны. Досмотрев этот выпуск до конца, вы узнаете о лагере смерти Освенцим, ужасах, происходивших там, и раскрытых тайнах. Начинаем! После начала Второй мировой войны Адольф Гитлер, канцлер Германии с 1933 по 1945 год, проводил политику, которая стала известна как окончательное решение еврейского вопроса. Гитлер был полон решимости не просто изолировать евреев в Германии и странах, аннексированных нацистами, подвергая их бесчеловечным правилам и случайным актам насилия, а вместо этого он убедился, что его еврейская проблема может быть решена только с помощью уничтожения всех евреев в его владениях, а также художников, педагогов, коммунистов, умственно и физически неполноценных людей, считающихся непригодными для проживания в нацистской Германии. Наглядное отношение продемонстрировано в фильме «Сила воли» на Олимпиаде 1936 года, который, кстати, я рекомендую и неоднократно буду рекомендовать к просмотру. Фильм достаточно интересный, наглядно показывает все отношение нацистского режима к другим расам, нациям и так далее. На начальном этапе политику нацистов направили на массовую миграцию евреев из подконтрольных стран. И после аншлюса Австрии в Вене нацисты создали так называемое бюро по еврейской миграции. За только 1938 год, внимание, около 190 тысяч евреев эмигрировали. Но на начало Второй мировой войны Чехословакию, Австрию, Германию покинули до 400 тысяч евреев. Чтобы выполнить эту миссию, Гитлер приказал построить лагеря смерти. В отличие от концентрационных лагерей, которые существовали в Германии с 1933 года и были центрами содержания под стражей евреев, политических заключенных и других предполагаемых врагов нацистского, так скажем, государства, лагеря смерти существовали с единственной целью убийства евреев и других нежелательных лиц, в том, что стало известным как Холокост. Только вдумайтесь, сколько жизней, судеб было погублено в подобных лагерях, созданными нацистским режимом. Только вдумайтесь в одно только название – лагерь смерти. Только конченый изверг и идиот мог пойти на создание такого, каким и являлся нацистский режим. Этому режиму никогда не будет оправданий. Освенцим, также известный как Аушвиц-Биркенау, открылся в 1940 году и был крупнейшим из нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти, расположенный на юге Польши. Освенцим первоначально служил для центра содержания политических заключенных. Тем не менее, он превратился в сеть лагерей, где еврейский народ и другие предполагаемые враги нацистского государства были истреблены часто в газовых камерах, либо же использовались в качестве рабского труда. Некоторые заключенные также подвергались медицинским исследованиям. Освенцим самый большой и, возможно, самый печально известный из всех нацистских лагерей смерти. Открылся весной 1940 года. Его первым комендантом был Рудольф Хёс, позже казненный на виселице рядом с крематорием Аушвиц-1. Освенцим был расположен на бывшей военной базе за пределами Освенцима, города на юге Польши, расположенного недалеко от Кракова, одного из крупнейших городов страны. Во время строительства лагеря близлежащие заводы были присвоены, и все жители этого района были насильственно изгнаны из своих домов, которые были снесены бульдозерами нацистов. Освенцим изначально задумывался как концентрационный лагерь, который должен был использоваться для содержания под стражей для многих польских граждан, арестованных после аннексии в 1939 году. Среди задержанных были граждане, выступавшие против нацизма, активисты, политики, участники сопротивлений и деятели культуры и науки. Однако только окончательное решение Гитлера стало официальной нацистской политикой. Освенцим считался идеальным местом для лагеря смерти. Во-первых, он был расположен недалеко от центра всех немецких стран, которые они оккупировали на европейском континенте. С другой стороны, он находился недалеко от ряда железнодорожных линий, необходимых для транспортировки людей в нацистские лагеря. Однако не все прибывшие были немедленно истреблены. Кто считался пригодным для работы, был использован для рабского труда и использовался для производства синтетического каучука и других материалов, которые были нужны нацистской Германии для ведения Второй мировой войны. Ребята, прервемся буквально на секундочку рекламной паузы.
Я хочу сказать вам, что если у вас есть возможность и желание поддержать мой канал, я оставлю ссылочку в первом закрепленном комментарии на свой Donation Alerts. Там вы сможете помочь мне с развитием канала, на развитие оборудования и так далее. Всем большое спасибо, продолжаем просмотр. Освенцим состоял из нескольких частей. В первоначальном лагере, известном как Освенцим-1, содержалось от 15 до 20 тысяч политических заключенных. Тех, кто входил в его главные ворота, встречала печально известная надпись «Arbeit nach frei» или «Работа делает вас свободными». Освенцим-2, расположенный в деревне Биркенау, был построен в 1941 году по приказу Генриха Гиммлера, командира Шустафель, который управлял всеми нацистскими концентрационными лагерями и лагерями смерти. Биркенау, самый большой из объектов Освенцима, мог вместить около 90 тысяч заключенных. В нем также размещалась группа бань, где бесчисленное количество людей были отравлены газом до смерти, и кремационные печи, где сжигали тела. Большинство жертв Освенцима погибли в Биркенау. Более 40 небольших объектов, так называемыми вспомогательными лагерями, усеивали ландшафт лагерями рабского труда. Самый большой из них, Мановиц, также известный как Освенцим-3, начал действовать в 1942 году и содержал около 10 тысяч заключенных. К середине 1942 года большинство из тех, кого нацисты отправили в Освенцим, были евреями. По прибытии в лагерь заключенных осматривали нацистские врачи. Тем задержанным, которые считались непригодными для работы, включая малолетних детей, престарелых, беременных женщин, немедленно было приказано принять душ. Однако бани, к которым они шли, были замаскированными газовыми камерами. Оказавшись внутри, заключенные подвергались воздействию отравляющего газа циклон-Б. Лица, помеченные как непригодные для работы, никогда официально не регистрировались как узники Освенцима. По этой причине невозможно посчитать количество жизней, потерянных в лагере. Среди тех заключенных, которые первоначально избежали газовых камер, неустановленное число умерло от переутомления, болезней, недостаточного питания или ежедневной борьбы за выживание в жестоких условиях жизни. Произвольные казни, пытки возмездия происходили ежедневно на глазах у других заключенных. Некоторые узники Освенцима были подвергнуты бесчеловечным медицинским экспериментам, главным виновником которых был Йозеф Менгеле, немецкий врач, который начал работать в Освенциме в 1943 году. Менгеле, который стал известен как ангел смерти, провел ряд экспериментов над заключенными. Когда 1944 год подошел к концу и поражение нацистских Германии казалось неизбежным, коменданты Освенцима начали уничтожать свидетельства ужасов, которые там происходили. Здания были снесены, взорваны или подожжены, а записи уничтожены. В январе 1945 года, когда советская армия вошла в Краков, немцы приказали покинуть Освенцим до конца месяца в ходе так называемых маршей. В Освенциме около 60 тысяч заключенных в сопровождении нацистских охранников покинули лагерь и были вынуждены отправиться в польские города Гливице и Владзислав, примерно в 30 милях отсюда. Бесчисленное количество заключенных погибло во время этого процесса. Те, кто добрался до этого места, были отправлены на поездах в концентрационные лагеря в Германии. Когда 27 января советская армия вошла в Освенцим, они обнаружили около 7,5 тысяч больных и истощенных заключенных, оставленных за колючей проволокой. По некоторым оценкам, от 1 миллиона до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство из которых евреи, погибли в Освенциме за годы его работы. Нацистская политика во всех сферах была бесчеловечной. Преследование и уничтожение миллионов людей, этнических, расовых, религиозных, является самым масштабным геноцидом. 1 100 000 человек примерно погибло в лагере смерти Освенцим. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Подписывайтесь. Пока.